Очередная сводка новостей об армянском футболе. И вот что будет в сегодняшнем выпуске. Турецкий клуб сделал своей эмблемой герб Армении. Степа Макарчан переходит в один из лучших клубов Хорватии. Тыкнезяном интересуются клубы серии А. Александр Коваленко официально перешел в «Зенит». Обновлена десятка самых дорогих армянских футболистов. Армения поднялась в новом рейтинге FIFA, и Иву может перейти из Урарту в более сильный чемпионат. Но прежде чем мы приступим к новостям, призываю вас всех подписаться на мой канал, если еще не сделали этого, и обязательно поставить лайк. Начнем с не самой приятной новости. Турецкий футбольный клуб Диярбекирспор, выступающий во втором дивизионе, официально сменил название на Месопотамияспор. Казалось бы, ну и что, пусть называют хоть Эртеганспор, как это связано с армянами. Вот только вместе с названием клуб поменял и свою эмблему. А теперь посмотрите, как он выглядит. Ничего не напоминает? Заимствование чужих футбольных эмблем не ново. У той же Вест-Армении она как две капли воды похожа на эмблему Барселоны. Но заимствовать герб чужой страны, да еще и той, с которой у тебя вековая вражда, это по меньшей мере выглядит ужасно. Турки взяли герб Армении, немного поменяли цвета, добавив зеленый вместо синего. У львов, естественно, вырезали кресты, как христианские символы. По той же причине убрали Ноев ковчег с вершины Арарата. А сам Арарат изображен так, как если смотреть на него с армянской земли. Следовало бы и его вид поменять, но, видимо, это уже технически слишком сложно было для турецких маркетологов. При прежнем названии клуба на его эмблеме были изображены городские ворота Диярбекира, а еще арбуз, который считается символом города. Единственный положительный момент в этой новости, что турецкое общество тоже очень негативно встретило такой ребрендинг клуба. Конечно, можно уточнить, что это не совсем турецкий клуб, а больше курдский, поскольку сам Диярбекир является неофициальной столицей Северного Курдистана, и проживают там по большей части курды. Но что это меняет? Как мне кажется, правительство Армении или хотя бы Федерация футбола Армении должны направить ноту протеста в соответствующие инстанции, дабы запретить этому клубу использовать армянскую государственную символику. Мне очень интересно знать, что вы думаете по этому поводу, уважаемые зрители. Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Ладно, перейдем к более приятным новостям. Защитник Арарата Армении Степа Макарчан может перейти в хорватский Осиек. Хорватские спортивные СМИ говорят об этом уже как о свершившемся факте. 20-летний защитник сборной Армении в конце недели пройдет медобследование и подпишет контракт с Осиеком. Степа перейдет в хорватский клуб по договору аренды до конца следующего сезона с правом дальнейшего выкупа. Осиек в прошлом сезоне занял третье место в высшей лиге Хорватии и сыграет в квалификации Лиги конференции УЕФА. Здесь только немного жаль Арарат Армению, которой через несколько дней тоже предстоят матчи в Лиге конференции. Остается надеяться, что наш клуб получит неплохую компенсацию за потерю одного из лучших защитников чемпионата. Защитник Локомотива и сборной Армении Наир Тыкнезян входит в список возможных приобретений двух клубов серии А – Эмполи и Болонья. Скауты итальянских команд следили за игрой футболиста в матчах сборной Армении в квалификации чемпионата Европы против Уэльса и Латвии. Инсайды говорят, что скауты остались под большим впечатлением от выступления нашего футболиста. Вот что сказал агент самого футболиста Александр Кулиев об этом. Мы не общались с представителями Эмполи и Болоньи, но информацией об интересе к Наиру обладаем. Ранее сообщалось об интересе Реал Сосьедада к Наиру, и было даже предложение о трансфере, но Локомотив вполне ожидаемо отказал предложение в 2 миллиона евро, поскольку сам купил футболиста за 5 миллионов. Сам футболист тоже высказался об этих слухах, заявив, что наслышан об интересе от других клубов, но пока нет предметных предложений, он не будет отвлекаться на слухи. Александр Коваленко, внук и тезка той самой легенды из ереванского Арарата, теперь уже официально перешел в «Зенит». Контракт рассчитан до 2028 года. В СМИ называется сумма приблизительно в $2,5 миллиона за футболиста. Что это значит для армянских болельщиков? В принципе ничего, если не считать того, что скорее всего Коваленко теперь наверняка не перейдет под армянские знамена. Ранее сообщалось, что теперь уже бывший футболист Сочи не хочет в «Зенит», поскольку стремится перейти в более сильный чемпионат, и даже готов перейти в сборную Армении, поскольку армянский паспорт может помочь в переходе в одну из сильных европейских лиг. Не исключено, что Саша или его агент просто использовали ситуацию с получением армянского паспорта, дабы получить от «Зенита» более выгодный контракт. К тому же, зная административный ресурс «Зенита», навряд ли кто-то ему позволит поменять спортивное гражданство. Ну что ж, вполне обойдемся и без него.
Трансфермаркет обновил стоимость всех футболистов, включая армянских. Десятку самых дорогих наших футболистов по-прежнему возглавляет 23-летний Эдуард Спиртсян, которого слухи то и дело отправляют в Аякс. Эдик стоит сейчас 12 миллионов евро. Можно быть уверенным, что если он перейдет в более сильный чемпионат, цена его заметно повысится. За ним следует Лука Зелараян и наша легенда Генрих Мхитарян. Стоит отметить, что если Тигран Барсигян и Саркис Адамян потеряли в цене, то вот Рант Леонранус, благодаря удачным выступлениям за сборную Армении, повысил себе цену более чем втрое, до 1 миллиона евро. При удачной игре за Боруссию из Мюнхен-Гладбаха он может даже возглавить этот список. FIFA обновила свой рейтинг национальных сборных, где Армения поднялась на 7 позиций и теперь занимает 90 место. Это неплохо, но по-прежнему низко. Для сравнения, соседняя Грузия занимает в этом списке 77 место. Гордиться тем, что Азербайджан отстает от нас на 31 позицию, тоже не стоит. Лучше равняться на Уэльс, которых мы победили, они, кстати, на 35 месте. Если помните, одним из героев матча с Уэльсом, да и с Латвией тоже, был наш нигерийский парень Угочукву Иву. Если забыли, освежить память можно посмотреть видео на нашем канале. Так вот, 23-летним Иву из Урарту интересуются 3 клуба. Сообщается, что эти клубы представляют Суперлигу Турции, Вторую Лигу Турции, а также один клуб из Премьер-лиги Израиля. Впоследствии появились слухи и об интересе российских клубов. К счастью, Урарту пока не спешит расставаться со своим футболистом, впереди у команды важнейшие матчи в Лиге Чемпионов, где при успешном выступлении можно продать Иву подороже и в более сильные клубы. Кстати, по итогам голосования, устроенного Федерацией футбола Армении, лучшим футболистом армянской премьер-лиги сезона 2022-23 признан Иву. Он опередил футболистов Пюника Артека Дачяна и Юсуфа Отубанджо. Это второй мой новостной выпуск на канале. Пишите в комментариях, нравится ли вам такой формат, надо ли его делать постоянным. Также ставьте лайки и делайте репосты. В общем, все, что поможет продвижению этого видео в сети. Тогда о нашем футболе будут знать и говорить намного больше людей. Всем большое спасибо и до новых встреч, Аерчан.